Привет, армия. Когда впервые появилась новость о том, что участники BTS Чингук и Тэхён были замечены вместе в Лос-Анджелесе, это сразу же вызвало любопытство у поклонников и СМИ. Оба артиста, ранее занятые индивидуальными проектами после службы в армии и сольного продвижения, довольно долго не появлялись вместе на публике. Их воссоединение в Лос-Анджелесе стало не только неожиданным, но и вызвало вопросы об истинной причине, по которой они оказались в этом городе одновременно. По словам сотрудников, отвечающих за расписание, эта встреча не была случайностью, скорее, она стала результатом планирования, координации и профессиональных обязательств. Чингук участвует в различных международных проектах, от сотрудничества с брендами и музыкального продакшена до тренировок в США, в то время как Тэхён только что завершил свой сольный промоушен и, как сообщается, работал над визуальным проектом, связанным с миром международной моды. Учитывая, что оба артиста были заняты в Лос-Анджелесе, этот город стал естественным местом встречи для них двоих. Став Арчер объяснил, что их графики координировались через HYBE и местную команду в Лос-Анджелесе, включая организацию транспорта, проживания и конфиденциальности, чтобы избежать внимания как папарацци, так и фанатов. Лос-Анджелес давно является центром деятельности BTS. От съемок музыкальных клипов до подготовки к концертам, воссоединение также послужило нейтральной площадкой для сотрудничества с американскими продюсерами, режиссерами и руководителями брендов. За этим воссоединением стояли две основные цели – личное воссоединение и профессиональная гармонизация. В личном плане Чингук и Тэхён наконец-то нашли время пообщаться после месяцев разлуки из-за службы в армии и сольных проектов. В профессиональном плане их обсуждения были сосредоточены на предстоящей групповой деятельности, коллаборациях и возможных совместных проектах. Став Арчер подчеркнул, что, хотя публика часто рассуждала о внутренней драме, воссоединение на самом деле было скорее вопросом координации и будущей подготовки, а не скрытым конфликтом. Примечательно, что время их встречи стало фактором, который усилил общественный интерес. И Чингук, и Тэхён ранее широко обсуждались на онлайн-форумах, от карьерных до личных отношений, поэтому их появление в Лос-Анджелесе, казалось, было сигналом чего-то важного. Однако, как объяснили сотрудники, настоящая цель была проще – согласовать их плотные международные графики. С точки зрения руководства, Лос-Анджелес был выбран потому, что здесь есть все условия для создания музыки и визуального контента, что позволяет совмещать личную встречу с профессиональными делами. Один из сотрудников назвал это место стратегическим, но в то же время комфортным, подчеркнув, что, несмотря на кажущуюся непринужденность, каждый этап встречи был тщательно спланирован. Самая большая проблема заключается в сохранении секретности. Учитывая уровень известности BTS, даже обычный ужин или прогулка могут быстро стать вирусными. Подготовка ведется за несколько недель, для чего используется специальный транспорт, тонированные автомобили и отдельные номеры в охраняемых зонах. Время встречи назначается на время низкой активности публики, рано утром или поздно вечером. Даже приезды Чингука и Тэхёна планируются с разницей в несколько минут и разными маршрутами, чтобы избежать всеобщего внимания. Цифровая сторона вопроса также находится под контролем. Их посты в социальных сетях остаются двусмысленными, запланированными или выбираются таким образом, чтобы не раскрывать их фактическое местонахождение. Даже местные участники часто остаются в неведении относительно личности других участников. Метод компартментализации гарантирует, что никто не знает полной картины. Таким образом, даже если случаются небольшие утечки, общий план остается в тайне. В конечном счете, история воссоединения Чингука и Тэхёна в Лос-Анджелесе – это не просто случайный момент, это портрет того, как мировые звезды управляют своей жизнью. Каждый шаг просчитан, каждая встреча имеет двойную цель, и даже, казалось бы, простые воссоединения полны стратегического смысла за кулисами. После того, как мы углубились в эту длинную историю, становится ясно одно – встреча Чингука и Тэхёна в Лос-Анджелесе не была простым совпадением. За смехом, объятиями и моментом, который, вероятно, длился всего несколько часов, стояла стратегия, разработанная на неделе, тщательно охраняемая конфиденциальность и смысл, гораздо более глубокий, чем просто воссоединение. Сотрудники назвали это стратегической встречей, но для тех, кто действительно знал отношения Чингука и Тэхёна, это было больше, чем просто планирование. Это было время вздохнуть, время восстановить утраченную связь,
Время напомнить себе, что под всеми ярлыками мировой суперзвезды они все еще были просто двумя друзьями, которые росли вместе с подросткового возраста. Почему этот момент был таким драгоценным? Потому что в мире, где за каждым их шагом следили миллионы, возможность спокойно посидеть вместе была роскошью. Папарацци могли подождать снаружи, слухи могли циркулировать в СМИ, но в этом уединенном пространстве были лишь два человека, говорящие от всего сердца. Это была та сторона BTS, которую редко видят, близость, созданная не для камер, а для них самих. И это парадокс, который всегда сопровождает BTS. Чем выше они поднимаются, тем сложнее найти безопасное пространство, чтобы быть людьми. Это воссоединение показывает, как они изо всех сил пытаются найти баланс между двумя мирами, требовательным миром софитов и личным миром, который они хотят сохранить нетронутым. ARMY, то, что произошло в Лос-Анджелесе, возможно, не попало на камеру, это может никогда не быть полностью раскрыто, но именно в этом и заключается красота. Нам не нужно знать каждое их слово или каждый их смех. Важно знать, что их дружба все еще жива, все еще крепка и по-прежнему является основой, на которой и по сей день держится путь BTS. Итак, когда мир снова начинает строить догадки, когда СМИ задаются вопросом, помните, что иногда самое прекрасное в истории – это то, что остается за кадром. Встреча в Лос-Анджелесе не стала концом тайны, а скорее напоминанием о том, что есть вещи, общие только для Чингука и Тэхёна, и этого более чем достаточно. И здесь мы завершаем эту историю. Что же на самом деле произошло, когда Чингук и Тэхён воссоединились в Лос-Анджелесе? Ответ прост. Они снова стали друзьями, частью семьи и теми BTS, которых мы любим. И, возможно, одного этого достаточно, чтобы заставить мир поверить в то, что их свет продолжит сиять. Спасибо, что вы с нами, следите за новостями, ведь за каждой большой новостью всегда стоит человеческая история, ожидающая своего рассказа. Causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it.